Здесь дронов еще не было. Регион атакован впервые. Под ударом крупнейший стратегический объект. Разгромный удар по ПВО и авиации. РФ прибегла к старой тактике. Войска прорвали оборону. Продвижение уже признали в Украине. Помощника Путина прижали к стенке. В Кремле проболтались о настоящей цели российского правителя. Москва получила отказ. Важнейший визит внезапно отменен. Союзники срочно летят в столицу. Зеленский угрожает уничтожить 300 тысяч россиян. Такого от Токаева никто не ожидал. Президент Казахстана шокировал заявлением. Об этих и других событиях к утру понедельника, 24 августа. Понедельник, неделя только началась, а новостей уже накопилось на целый выпуск. Собрали для вас все самое главное. С вами Олесь Корниенко. Поехали. Мощный удар по российской авиации. Захватчики лишились за раз 2 самолетов, а это истребители Су-33 и МиГ-29. Также оккупанты потеряли ударно-разведывательный дрон «Орион». Эта масштабная демилитаризация произошла на аэродроме Витязева в Краснодарском крае. О результатах операции сообщил командующий силами беспилотных систем Роберт Мадяр-Бровди. Кроме этого, СБС поразили еще около десятка целей не только в Краснодарском крае, но и в Ростовской области и в оккупированном Крыму. В том числе под удар попали позиция дивизиона С-400 в Геленджике, комплексы ТОР и Панцирь С-1, а также 8 радиолокационных станций. 8, Карл. Тем временем российские военные, возможно, уже пытаются закрепиться на окраине Орехова, Запорожской области. Украинский военный эксперт Константин Машовец утверждает, что около недели назад небольшие российские разведывательно-диверсионные группы прошли через Новоданиловку и вышли к юго-восточной части города. По его словам, несколько небольших групп могли занять отдельные здания и теперь пытаются расширить свое присутствие. При этом подтверждений полноценного захода российских войск в Орехов пока нет. Дипстейт продвижение РФ к городу не фиксирует, а украинское командование официально эту информацию не подтверждало. Машовец утверждает, что россияне используют уже знакомую тактику. Просачиваются малыми группами, закрепляются в отдельных точках и затем постепенно подтягивают новую пехоту. Так раньше действовали под Купянском, Покровском и Константиновкой. А вот в Киеве настоящий десант только европейских лидеров. На торжества по случаю Дня государственного флага и Дня независимости Украины приехали главы Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии. Особенно отличился президент Литвы Гитанас Науседа. Он выступил с речью на украинском языке. Дух свободи, який я тут відчуваю, не можна порівняти ні з чим. Дух свободы, который я здесь чувствую, нельзя сравнить ни с чем. Пример самопожертвования, который вы демонстрируете каждый день, особенно дорог для литовского народа. Мы хорошо знаем силу свободы. Мы знаем, как больно ее потерять и сколько усилий нужно, чтобы ее вернуть. Премьер Норвегии, в свою очередь, заявил, что в 2027 году сохранит нынешний объем поддержки Киева, а это означает еще около 9 миллиардов долларов. Поддержка и восстановление Украины – это не просто помощь, это инвестиция в безопасность Европы. Сегодня в Киеве ждут и других зарубежных лидеров. А в Кремле тем временем опять мечтают о встрече с президентом США. Тему вдруг решил поднять любимый пропагандист Путина Павел Зарубин, который припер к стенке помощника российского правителя по международным делам Юрия Ушакова. В ноябре у нас большой важный саммит АТЭС в Китае. И, как мы знаем, в АТЭС входит и США. Если Трамп туда приедет, произойдет ли встреча Путина и Трампа? Вроде Путин только недавно рассказывал Зарубину, что все идет по плану. Зачем им понадобился Трамп? Чтобы российские телезрители не заподозрили тут чего-то неладного, старый аппаратный лис Ушаков сделал вид, что эта встреча с большим боссом из Вашингтона его шефу не очень-то и нужна. Но еще столько много времени до саммита АТЭС, но если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят. Ну сколько еще? 3 месяца. Да, 3 месяца, надо дожить.
Первая и пока единственная встреча Путина с начала нового президентского срока Трампа состоялась в августе прошлого года на Аляске. Для сравнения, Зеленский только в 2025-м встречался с хозяином Белого дома 7 раз, а этим летом уже 3. Кстати, Трамп даже не позвонил Путину после саммита НАТО в Турции, хотя обещал. И не успели Зарубин с Ушаковым помечтать о возрождении духа Анкориджа, как прилетела еще одна новость. Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву переносится на неопределенный срок. Неназванный собеседник заявил ТАСС, что визит отложен, потому что на это есть определенные причины. А их этот высокопоставленный аноним не захотел раскрывать. Вот потому. Тем временем украинские дроноводы поставили новый рекорд. БПЛА долетели туда, где еще никогда не появлялись. Впервые украинские беспилотники долетели до Архангельской области. Телеграм-канал Супернова Плюс первым сообщил о возможной атаке на Плесецк. А это главный северный военный космодром России. Отсюда запускают ракеты «Союз-2» и «Ангара» с военными спутниками и аппаратами связи. А на август был запланирован очередной военный пуск. В Архангельской области объявляли опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Цыбульский призывал жителей укрыться и предупреждал об отключении мобильного интернета. О последствиях глава региона не сообщил, но военную тайну растрепали другие чиновники. Накануне дроны впервые заметили над Пенежьем, и местные власти признали, что целью были стратегические объекты. По официальным данным, над регионом уничтожили аж 40 беспилотников. Кстати, совсем недавно, 15 августа, был атакован ракетно-космический центр «Прогресс» в Самарской области. Единственное предприятие серийной сборки ракет «Союз-2». Похоже, разговоры о новой мобилизации в России становятся все менее теоретическими. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западную разведку, российские военные уже проверяют готовность регионов к массовому призыву. В Калининградской области, например, отрабатывали саму процедуру мобилизации, размещение людей, питание и выдачу оружия. По данным источников издания, похожие проверки идут и в других регионах. Причина проста. Минобороны все труднее набирать достаточно контрактников, чтобы восполнять потери, а Путин по-прежнему хочет захватить весь Донбасс. Поэтому после выборов в Госдуму 18-20 сентября новая волна мобилизации уже не выглядит фантастикой. Но даже она не гарантирует Кремлю быстрого результата. Западные эксперты заявили The Wall Street Journal, что если мобилизацию объявят только осенью, то для серьезного эффекта в этом году уже поздно. Зато в 2027 новые резервы могут пригодиться для давления на Краматорск и Славянск. Зеленский тоже прокомментировал будущую мобилизацию в России. Президент Украины также предполагает, что новых мобиков Москва направит на штурм Донбасса. Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют, мы их уничтожим. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда. А тем временем тыл страны-агрессора продолжает гореть. Под Курском, в Медвенском районе, огромный столб дыма поднялся над одним из объектов магистральной газотранспортной системы России, принадлежащей «Газпрому». Канал «Экселинова Плюс» утверждает, что это произошло в результате атаки сил обороны Украины. Загорелся и огромный склад в Акулово, это уже Подмосковье. Правда, информации о причинах пожара и о характеристиках объекта пока немного. Сообщений об атаке дронов также не было, как, впрочем, и в случае со складом в питерском Колпино, который сгорел накануне. Кстати, пока бушевал этот пожар на малой родине Путина, местные силовики были заняты куда более важным делом. Под Выборгом полиция и спецназ накрыли опаснейшее мероприятие – неформальный музыкальный фестиваль в лесу, и задержали около 100 человек. Так называемые правоохранительные органы назвали мероприятие леворадикальным и заявили, что там звучали песни в поддержку Украины и призывы к смене власти. На кадрах из соцсетей участников в основном
основном молодых людей, уложили лицом в землю с руками за головой. У них изъяли квадрокоптеры, которыми снимали фестиваль, и теперь участникам пытаются шить даже уголовное дело. Владимир Зеленский де-факто вступил в дискуссию с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Во время общения с журналистами президент Украины прокомментировал предложение провести президентские выборы. Я считаю, что в условиях такой войны выборы в целом – это большие риски. Выборы прямо сейчас – это цунами для государства, которое расколет Украину. Поэтому моя стратегия – довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное государство. И я ее выполняю. 18 августа с такой идеей выступил в своем видеообращении Михаил Федоров. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля. Британская The Guardian назвала этот спич самым прямым политическим вызовом Владимиру Зеленскому за годы полномасштабного вторжения России в Украину. Еще один автократ решил вспомнить о духовных скрепах. Приняв участие в так называемых выборах в Курултай, Касым-Жомарт Токаев вдруг заговорил о традициях. Но не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать, целовать. Женщины целуют мужчин, мужчины целуют женщин. Но никогда в наших обычаях этого не было. Но на этом правитель Казахстана не остановился. Тем более люди в военной форме, генералы начинают обниматься друг с другом. Ну что это такое? Вы можете себе представить маршалов Советского Союза, маршалов-победителей, так сказать, в мировой войне, в Великой Отечественной войне, обнимающихся друг с другом, целующихся друг с другом? Неужели бывший комсомолец и коммунист Токаев в свои 73 года уже забыл совсем недавние традиции вождей его бывшей партии? Не только крепко обниматься, но и целоваться в засос. В принципе, помощники могли бы освежить память начальника и показать Токаеву подборку его собственных обнимашек. Или это у Токаева оговорка по Фрейду, и весь этот пассаж о традициях означает желание вырваться из крепких объятий Москвы? Спасибо, что выбираете Нехта. Спасибо за лайки и комментарии. Приглашаю на вечерний выпуск.